Привет-привет! Сегодня я расскажу о том, как подключить чат-бот к сообществу ВКонтакте. Делать мы это будем с помощью сервиса рассылок Sendler. Функционал чат-ботов Sendler достаточно широкий и можно выстраивать очень много различных схем. Сегодняшний пример, он чисто условный для того, чтобы вы поняли, как вообще в принципе работает чат-бот. Возможно, она покажется вам сложной, хотя на самом деле тут всего несколько шагов. Этот вариант предназначен для того, чтобы пользователь получил какой-то подарок, написав сообществу сообщение. Вариаций начала общения с чат-ботом достаточно много. Один из самых простейших – это с помощью кнопки «Начать», которую необходимо включить в самом сообществе. Как это работает, также покажу чуть позже. Также вариант взаимодействия с помощью какого-то кодового слова, например, кодовое слово «подарок». Либо может чат-бот сработать, когда пользователь просто напишет сообщение. Также можно назначить другие триггеры, с помощью которых пользователь может взаимодействовать с чат-ботом. Более подробно о работе с триггерами смотрите видео по ссылке в описании. Итак, приступим. Для начала необходимо включить в нашем сообществе возможность работы для чат-бота. Я перехожу в тестовую группу, нажимаю здесь «Управление», перехожу в раздел «Сообщения». Сообщения сообщества должны быть включены. Перехожу «Настройки для бота». Бот должен тоже быть включен. И здесь мы ставим галочку «Добавить кнопку «Начать». То есть, как только пользователь перейдет в сообщение сообщества, появится кнопка «Начать». Я нажимаю «Сохранить». Однако есть один нюанс касательно кнопки «Начать». Если я захожу через браузер и хочу написать сообществу сообщение, вот здесь нажимаю «Написать сообщение», то у меня появляется вот такое окошко, где нету никакой кнопки «Начать». Для того, чтобы она появилась, эта кнопка, мне необходимо перейти к диалогу с сообществом. Это вот такой есть один минус работы через кнопку «Начать». В мобильной версии, когда вы заходите и начинаете общение с сообществом, эта кнопка видна сразу. А вот здесь, если я нажму на ссылку «Перейти к диалогу с сообществом», вот появляется вот эта кнопка «Начать». Кнопку включили, переходим к схеме, по которой будем создавать бота. Добавлю кнопку «Начать». Первый вариант. Пользователь заходит в сообщество, нажимает кнопку «Начать». Ему приходит сообщение, где подставляется его имя. Если пользователь нажимает на кнопку «Да», то появляется следующее сообщение. Вы любите читать или смотреть видео, то есть предлагается ему выбрать, какой подарок он хочет получить. Если он нажимает кнопку «Читать», то ему предлагается скачать PDF-книгу. И через 10 минут ему приходит сообщение с предложением оставить отзыв, и пользователь переходит по ссылке в раздел «Сообщество с отзывами» и, если захочет, то оставляет свой отзыв. Если же пользователь выбирает вариант «Любит смотреть», то ему приходит сообщение с видеофайлом, и опять-таки через 10 минут ему предлагается оставить отзыв. Если же пользователь не хочет получать подарок, то ему приходит сообщение о готовности перейти к диалогу и информация по поводу того, в какое время я отвечаю на вопросы. Вот такая вот простая достаточно схема, и сейчас мы будем ее реализовывать. Для создания чат-бота перехожу в Sendler и перехожу в раздел «Чат-боты». Здесь с правой стороны нажимаю кнопку «Новый бот» и пишу название бота «Подарок». Нажимаю «Сохранить». И я перехожу уже непосредственно к созданию самого чат-бота. С левой стороны вот как раз таки первый шаг – это начало. Это может быть кнопка «Начать», либо какой-то триггер определенный, который мы позже настроим. И дальше появляются вот такие вот блоки, я называю их карточки, в которых мы настраиваем определенные действия. Что у нас находится на панели дальше, я буду рассказывать по ходу создания чат-бота. Значит, первый шаг у нас, вот он написан. Если я нажимаю на саму карточку, появляется такое окно, и здесь вот указан шаг номер 1. Перехожу к моей шпаргалке схеме. Здесь у меня идет сначала первое приветственное сообщение. Я его копирую. Возвращаюсь обратно
И вот здесь вот, где текст сообщения, я его вставляю. Вот эта переменная, эту переменную можно добавить с помощью вот этого значка. Вставить сообщение переменную. Вот я нажимаю, то есть можно вот выбрать имя, полное имя и так далее. О переменных я уже рассказывал в предыдущих видео из серии, посвященной Сэндлеру. Если еще не успели посмотреть, посмотрите. Итак, переменную я уже добавил. И вот здесь мне надо еще добавить подарок. Перехожу в смайлики. Возвращаюсь, смотрим, кнопка «Да», «Нет». Вот здесь вот есть клавиатура называется, ну это вот добавить кнопки. Я нажимаю «Добавить кнопку», вот появляется такое окошко. Здесь у нас тип кнопки просто текст, здесь я его пишу «Да». И ставлю эта кнопка у нас зеленого цвета. Нажимаю «Зеленая», нажимаю «Сохранить». Все, появилась у нас первая кнопка «Да». Пока ничего больше с ней не делаем. И вторая кнопка «Нет». Нажимаю «Добавить кнопку», пишу «Нет». И красная она у нас. Нажимаю «Добавить». Вот у нас уже есть две кнопки «Да», «Нет». Ставлю галочку «Скрыть клавиатуру после нажатия». Что такое клавиатура внутри сообщения, покажу чуть позже. И нажимаю теперь «Сохранить». Итак, у нас первое действие создано, и у нас есть два варианта «Да», «Нет». Переходим дальше в шаблон. Первый вариант. Если пользователь выбирает «Да», то ему приходит сообщение. И для того, чтобы добавить новое сообщение, внизу нажимаю на плюсик. Вот мне надо сообщение. Я нажимаю «Сообщение». Они всегда появляются в левом верхнем углу. Я его ставлю под этой карточкой, это шаг 2. Его можно назвать, например, «Да». Здесь я вставляю само сообщение. Вы любите читать или смотреть видео. И тут у меня уже две кнопки, которые находятся внутри сообщения. То есть вот здесь были снаружи, а теперь они будут внутри. Таким же образом добавляю кнопку «Читать». Она у меня зеленая. Нажимаю «Добавить». Вторая кнопка «Смотреть». Она у меня синяя. Нажимаю «Добавить». И вот здесь вот я ставлю галочку «Клавиатура внутри сообщения». Эти клавиатуры, они не скроются, то есть они останутся внутри сообщения. Нажимаю «Сохранить». Отлично, вторая карточка создана. И здесь я соединяю эти действия. То есть если пользователь выбрал «Да», то он переходит вот ко второму шагу. Я левой кнопкой мыши беру эту точку и соединяю ее с этим блоком, с этой карточкой. Идем дальше. Если пользователь нажимает «Читать», то ему приходит сообщение «Предлагаю скачать мою книгу с уже прикрепленным PDF-файлом». Возвращаемся в чат-бот и нажимаем здесь «Сообщение» опять-таки. Шаг номер 3. Левой кнопкой мыши вот можно двигать нашу, условно говоря, доску для создания чат-ботов. И эту карточку ставлю вниз. На самом деле значения не имеет, где они будут находиться, просто мне будет так удобнее ориентироваться в будущем. Третий шаг у нас это шаг «Читать». И здесь ему будет приходить сразу же книга. Ставлю сообщение «Предлагаю скачать мою книгу». И здесь вот есть такая скрепка, благодаря которой я могу прикрепить фото, видео, аудио, документы, другое. Выбираю «Документ». И здесь мне необходимо загрузить мой PDF-файл, мою книгу. Либо вставить ссылку. Я нажимаю «Загрузить документ», выбираю файл, нажимаю «Открыть». И вот появился такой значок «Документ», то есть он прикрепился у нас. Отлично. Нажимаю «Сохранить». И теперь я связываю вот эту кнопку «Читать» с нашей карточкой. Левой кнопкой мыши отпускаю, соединил. И следующий шаг у нас. Через 10 минут приходит сообщение, поэтому мне надо добавить теперь уже таймер. Нажимаю «Таймер». Добавляю таймер, нажимаю на сам таймер. И вот здесь выбираю минуты и пишу 10. Шаг называется 10 минут, то есть через 10 минут в текущее время в любой день недели придет сообщение. Нажимаю «Сохранить». Беру вот за краешек этой карточки, поскольку у нас тут нету никаких кнопок, соединяю ее с карточкой «Время». И дальше идет сообщение с кнопкой «Оставить отзыв». В кнопку будет вшита ссылка. Копирую сообщение, перехожу в бот. Здесь выбираю «Сообщение».
шаг будет у нас называться «Отзыв». Нажимаю «Добавить кнопку», и здесь я уже выбираю тип кнопки «Ссылка», название кнопки, «Оставить отзыв». И вот сюда мне необходимо вставить ссылку. В моем случае это ссылка на отзывы. Ссылка вот она у меня уже готова. Где ее взять? Перехожу в группу, в раздел «Обсуждение». И здесь вот у меня есть тема обсуждения «Отзывы». И вверху я копирую вот эту вот ссылку. И сюда вставляю ссылку. Нажимаю «Добавить». Нажимаю «Сохранить». И не забываю вот этот таймер соединить с этой карточкой. Вот такие вот шаги у нас получаются. Теперь добавляем следующий вариант. Это если пользователь хочет нажать на кнопку «Смотреть». Это карточка с прикрепленным видео. Возвращаюсь обратно, создаю сообщение. Ставлю его сюда, «Смотреть». Вставляю текст. И здесь мне необходимо прикрепить видео. Я возвращаюсь в свою группу, захожу в раздел «Видео». Просто пока условно у меня есть видео, которое загружено из YouTube. Для того, чтобы мне вставить ссылку на это видео, я нажимаю на само видео, но копирую я ссылку, которая находится вверху. Иначе, если я скопирую, вот здесь нажимаем, если кнопку «Поделиться», то эта ссылка именно на YouTube идет. А таким образом я копирую верхнюю ссылку, тогда ссылка ведет на видео ВКонтакте. Правой кнопкой мыши «Копировать», либо Ctrl-C. Возвращаюсь в чат-бот. Здесь нажимаю на скрепку «Добавить видеозаписи». И здесь вставляю эту ссылку, нажимаю «Прикрепить». Вот значок видео появился, нажимаю «Сохранить». И теперь выбираю здесь «Смотреть», соединяю с карточкой «Видео». Дальше у нас то же самое, что было ранее, после прочтения книги. Только здесь оставить отзыв после просмотра. Мы можем просто взять и скопировать вот эту схему. Я нажимаю на таймер 10 минут, нажимаю внизу здесь «Копировать шаг». Вот он теперь называется 10 минут копия. Соединяю с просмотром видео. Через 10 минут после просмотра пользователю придет сообщение. И вот эту карточку «Отзывы» тоже копирую. «Отзывы», копия. Ставлю ее здесь, нажимаю на нее. После просмотра напишите, пожалуйста, отзыв. Кнопка с отзывом у нас остается прежняя. Если необходимо ее поменять, я просто нажимаю на саму кнопку. И вот здесь можно заменить ссылку, например. И нажимаю «Сохранить». Здесь вот соединяю таймер с этой карточкой. Сделали. Еще один шаг. Это если пользователь не хочет получить подарок, ему придет вот такое сообщение. Для этого я перехожу в сообщение. Нажимаю на него, пишу название «Нет». Вставляю сообщение. Нажимаю «Сохранить». И «Нет» соединяю с этим сообщением. Вот, в принципе, наш простой чат-бот готов. Теперь необходимо его протестировать. Рекомендую, конечно же, каждый шаг желательно его тестировать, как он работает, все ли в порядке. Для тестирования нажимаем вот здесь вот вверху кнопка «Тестировать». То есть вы тестируете самостоятельно это. Сообщения эти будут приходить вам от сообщества. Я нажимаю «Тестировать». Тест запущен. И мне вот пришло сообщение. Вот. Тестирование бота «Подарок». Нажимаю «Да, хочу получить подарок». И вот этот вот второй шаг, где у нас внутри кнопки. То есть здесь кнопок нету. Вы любите читать или смотреть. Я нажимаю на кнопку «Читать». Как вы уже заметили, кнопки внизу исчезли. Это у нас был первый шаг. А эти кнопки, они остались. И вот пользователь выбрал «Читать». И ему приходит сразу же файл, который он может скачать. И спустя 10 минут должно прийти сообщение. Если вы хотите, можно как бы для тестирования сократить время, например, поставить себе через 10 секунд. Этот вариант сработал. Теперь возвращаюсь. Если я, например, хочу нажать кнопку «Смотреть», то мне приходит видеосообщение. И опять-таки через 10 минут должно прийти уведомление
о том, чтобы я оставил отзыв. Теперь очищаю историю сообщений, нажимаю на 3 точки «Очистить историю», нажимаю «Удалить». Возвращаюсь обратно и хочу попробовать проверить, работает ли кнопка «Нет». Нажимаю «Тестировать», и вот здесь теперь выбираю «Перезапустить». И вновь мне пришло сообщение: хотите получить подарок? Я нажимаю «Нет». И приходит вот уведомление следующее. Все сработало. Давайте проверим. Вот я поменяю таймер. Сейчас поставлю не 10 минут, а 10 секунд. Нажимаю «Сохранить». Вот этот шаг. В мессенджере я очищаю. Это не обязательно делать. В мессенджере я очистил. И здесь нажимаю «Тестирование», «Перезапустить». Перехожу в сообщение, выбираю шаг «Да». Здесь нажимаю «Смотреть». Пришло видео. Засекаем 10 секунд. И вот пришло сообщение: после просмотра напишите, пожалуйста, отзыв. И вот кнопка. Но мне не нравится то, что кнопка не совсем заметна здесь. Поэтому ее я сделаю все-таки, чтобы она была встроенная внутри сообщения. Как это сделать? Да, очень просто. Возвращаюсь обратно. Здесь вот в этом сообщении я ставлю галочку «Клавиатура внутри сообщения», нажимаю «Сохранить». И то же самое я сделаю вот здесь. Клавиатура внутри сообщения, «Сохранить». Перезапускаю чат-бот, нажимаю «Да», выбираю «Смотреть», ожидаю 10 секунд. Давайте посмотрим теперь, как это выглядит. И вот, пожалуйста, после просмотра напишите, пожалуйста, отзыв. И вот ссылка «Оставить отзыв». Вы можете, в принципе, в сообщение прям прямую ссылку отправить пользователю, если хотите. Это по желанию. К сожалению, цвет кнопки здесь вот не настраивается, если мы выбираем ссылку. Если же мы выбираем текст, и потом можно создать отдельный текст, где будет прикреплена ссылка, то тогда цвет можно поменять. Не забываем обратно вернуть секунды на минуты, нажимаем «Сохранить». Для того, чтобы посмотреть целиком вот нашу всю схему, можно вот здесь нажать на минус, например, уменьшить, либо увеличить, либо колесиком мыши это можно делать. Также могу нажать на поиск, и здесь можно выбрать какой-то шаг. Перейти, например, к шагу 10 минут копии. И вот он подсвечивается. Отлично. Теперь что необходимо? Необходимо опубликовать его. Я нажимаю кнопку «Опубликовать». И важный момент: пока вы не запустите этого бота, он не начнет работать. Здесь нажимаю кнопку «Запустить». Отлично. Теперь этот чат-бот будет работать. Если вы захотите, можете поставить его на паузу, и тогда он перестанет работать. С правой стороны есть шестеренка, где есть дополнительные настройки, статистика, копировать, поделиться и документация. Я возвращаюсь назад, нажимаю вот на стрелочку «Назад». И вот в разделе «Чат-боты» у нас появился чат-бот первый. Здесь написано 0 участников. И вот теперь необходимо его, условно говоря, активировать. Если я, например, от лица другого пользователя зайду в сообщество и перейду в сообщение, то он не сработает, несмотря на то, что он включен. Вот я перешел в сообщество, здесь нажимаю «Написать сообщение», перехожу к сообщениям, и даже если я нажму кнопку «Начать», ничего не срабатывает. Для того, чтобы этот бот начал взаимодействовать с пользователем при нажатии на кнопку «Начать», необходимо произвести некоторые действия. Возвращаясь обратно, я перехожу в раздел «Настройки». Здесь выбираю «Приложение». И вот здесь вот у нас бот по умолчанию. Нажимаю и выбираю «Подарок». И здесь нажимаю «Сохранить». Вот теперь он запущен по умолчанию, но он будет работать только если пользователь нажмет на кнопку «Начать». Возвращаюсь обратно. От лица пользователя, который зашел в сообщество, нажимаю «Очистить историю», перехожу в сообщество, опять «Написать сообщение сообществу». Вот у нас кнопка появилась, нажимаю «Начать». И вот теперь он уже сработал. Что же делать, если я хочу, чтобы бот срабатывал, когда пользователь начинает писать какое-либо сообщение сообществу? Для этого я перехожу опять в
в Sendler. И здесь нам необходим раздел «Триггеры». Здесь у нас уже есть несколько триггеров, о которых я рассказывал в предыдущих видео. Нажимаю «Новый триггер», пишу название «Бот-подарок». Здесь выбираю тип события «Новое сообщение», «Любое сообщение». И вот здесь я выбираю «Добавить бота». Нажимаю «Подарок». Если я нажму «Добавить заново», то тем пользователям, которые уже взаимодействовали с ботом, вновь придет сообщение от бота. Если у нас стоит условие «любое сообщение», каждый раз, когда пользователь будет писать любое сообщение, ему будет заново включаться этот бот. Поэтому я здесь не ставлю галочку «Добавить заново». Однако, если у вас будет другое какое-то условие, то можно поставить так, чтобы бот включался для тех, кто уже с ним взаимодействовал. Нажимаю «Сохранить». Отлично, триггер работает. Теперь даже кнопка «Начать» нам уже и не нужна. Ее можно отключить в настройках сообщества, либо можно, в принципе, оставить ее. И как теперь будет он работать? Перехожу в чат-боты. И вот у меня уже тут один участник есть. Это вот новый пользователь. Я его сейчас удалю. Захожу в раздел «Подписчики». И здесь удаляю его из бота. Все, подписчика я удалил. Теперь захожу от лица самого подписчика, нажимаю «Очистить историю», «Удалить». Захожу в сообщество, «Написать сообщение». И вот здесь, даже если я не буду переходить в диалог, если я напишу здесь «Привет», «Отправить», перехожу в раздел «Мессенджер». Вот, пожалуйста, я написал «Привет», и мне приходит сообщение с предложением получить подарок. Ну, давайте я пройду эти шаги. Допустим, «Хочу», нажимаю «Читать», приходит файл, вместо PDF добавил файл PowerPoint, но можно в любой момент заменить его. И спустя 10 минут придет сообщение с предложением «Оставить отзыв». Теперь я возвращаюсь в чат-боты. Я вижу, что есть у нас один участник. Вот, участник 1. Нажимаю здесь «Изменить». Перехожу в настройки бота. И вот я вижу, вот у нас шаг 1. И вот значок человечка 1. Я вижу, что здесь единичка, здесь нолик. Соответственно, пользователь на этот шаг пришел. Потом он пришел на этот шаг. Дальше вот следующий шаг. И так далее. То есть я понимаю. И вот таймер уже запущен, но сообщение с предложением отзыва еще не отправилось пользователю. Вот здесь стоит нолик. Как только сообщение будет отправлено, здесь появится цифра 1, то есть пользователь получил сообщение. И если вот я добавил не PDF файл, а PowerPoint, вот я захожу сюда, я могу здесь нажать на крест, нажать здесь скрепку «Документы», загрузить документ и загрузить уже PDF-файл. То есть я могу этот шаг заменить. Итак, я добавил сюда PDF, нажимаю «Сохранить». И здесь нажимаю «Опубликовать», для того, чтобы изменения вступили в силу. Теперь я нажимаю опять на эту карточку, проверяю файл. Теперь это уже PDF-файл. Здесь вот, где 3 полоски, я нажимаю «Изменить отправленное сообщение», для того, чтобы изменить сообщение, которое было отправлено пользователю. Нажимаю «Изменить». Здесь можно выбрать дату, когда было отправлено. Вот я вижу, что пользователю одному было отправлено. Нажимаю «Редактировать». И нажимаю «Начать». Возвращаюсь от лица пользователя. И вот, пожалуйста, теперь у пользователя уже не PowerPoint файл, а уже PDF файл, который мы хотели отправить. Все, закрываю это окно. Здесь нажимаю «Сохранить». Вот видите, получилось у меня затронуть даже больше, чем я планировал тем. В следующих видео расскажу про другие возможности чат-ботов, потому что инструмент очень крутой. Если у вас есть какие-то вопросы, возможно, у вас есть какие-то идеи по созданию других чат-ботов, и вы хотите, чтобы я снял на эту тему видео, пишите об этом в комментариях под видео. Не забывайте подписываться на канал, смотрите другие полезные видео. До встречи, пока-пока.